Глава 150. Более 2000. Выражения лиц всех присутствующих на миг застыли. Селянь посмотрел на Хуачена и произнес: «Как видно, выбор западной тропы — действительно верное решение». Череп, стуча зубами, ответил: «Эх, какую дорогу не выбери, все одно ошибешься. Идти некуда, в самом деле, для обыкновенных мелких демонов любой выбор означал гибель. И на востоке, и на западе их ждала расправа: по какой дороге ни пойди, станешь для кого-то пищей, обернувшись пеплом по ветру». И причитания черепа вскоре оборвались, демонические огоньки в его глазах потухли. Селянь аккуратно положил его у дороги. «Сань Лан, тебе известно, что свирепствует на востоке, пока нельзя сказать наверняка. Но это перемещается сюда. И в нынешней ситуации хорошо бы не сталкиваться с ним лицом к лицу. С тем, что ждет на западе, немного легче справиться». Селянь кивнул. «Хорошо. Тогда продолжим путь на запад». Они пробрались через горы мертвых тел и поспешили дальше. Однако спустя целую ночь пути так и не встретили ни мужчины в черных одеяниях, ни следов повелителя дождя. Селянь невольно забеспокоился. По обеим сторонам дороги строения попадались все чаще. Теперь они стояли небольшими группами, и стало возможным разглядеть, что вот это жилище бедной семьи, это театр, где люди веселились и отдыхали, вон там лавка всевозможных мелочей, тут богатый двор. Тропа под ногами также превратилась в вымощенную дорогу, на которой смутно проглядывался узор. Они словно попали в зажиточный поселок, при этом безлюдный, необычайно пустынный и печальный. Увидев у дороги древний колодец, путники подошли набрать воды и обнаружили, что вода внутри довольно чистая, поэтому решили остановиться и отдохнуть. Селянь и Пэйсу утолили жажду, заодно умыли лицо, а подняв взгляд, увидели подошедшую к ним Баньюэ. Девушка не выпускала из рук черный горшок, который долго ждал своего часа. «Генерал Хуа, братец Пэйсу, поешьте немного». Пэйсу отозвался: «Хорошо. Спасибо, ты хорошо потрудилась». Селянь поддержал: «Мы все потрудились на славу. Давайте вместе снимем пробу». Все окружили горшок, но когда Баньюэ открыла крышку, на лицах многих застыло странное выражение. Такая вещь, как запах, не имела ни цвета, ни формы, однако в тот миг на их глазах воздух над горшком искривился, будто от воздействия таинственной сущности. Все очень долго смотрели на содержимое горшка. В зрачках каждого отражалась безграничная тьма, словно их затянуло в бездну. Невозможно выразить словами, какие эмоции содержали эти взгляды. Спустя некоторое время Селянь похлопал Баньюэ по плечу и поднял вверх большой палец. «Неплохо. На первый раз сойдет». Пэймин посмотрел на них, не веря своим глазам. «Для нее это впервые, но для вашего высочества тоже. Насколько я помню, это вы велели ей следовать своим наставлениям, должны быть опытнее нее. То-то мне все казалось, что где-то кроется подвох. Оказалось, что мне не казалось». Хуачен возразил: «Правда. Если это готовил ГГ, я не откажусь попробовать». Пэймин и Пэйсу одновременно обратили к нему свои взгляды, в которых смешалось изумление, ужас и восхищение, а также иные эмоции. Хуачен спросил: «ГГ, как называется это блюдо?» Селянь, тихо кашлянув, ответил: «Падший феникс». Хуачен от всей души похвалил: «Прекрасное название». С такими словами он запустил руку в горшок, в котором не видно дна. Взгляды Пэймина и Пэйсу сделались беспокойными, будто они опасались, как бы его не затянуло внутрь. Хуачен тем временем невозмутимо вынул из горшка что-то обугленное, похожее на останки изуродованного трупа, также невозмутимо отправил в рот. Пэймин: «Ну как, Хуачен, вкус в точности соответствует названию». Пэймин обратился к Пэйсу, лицо которого искажалось сложной гаммой чувств: «Для тебя приготовили. Сам решай». Он взял из рук Баньюэ горшок и невозмутимо запустил в него руку. Селянь вновь омыл лицо холодной водой, привел в порядок волосы и отвернулся от них. Оглядевшись по сторонам, он спросил:
почему в месте, отрезанном от мира, так много следов пребывания людей? Неужели гора Тунлу была пригодна для жизни? Этот вопрос он задавал еще вчера, однако тогда никто не мог на него ответить. Теперь же кое-что изменилось. Хуачен произнес: «Была когда-то очень давно». Гора Тунлу занимает огромную территорию, равную по площади 7 городам. Когда-то здесь располагалось древнее государство, и все эти постройки — руины его древних городов. Чем ближе к печи, в центре горы, тем чаще они попадаются, и тем становятся роскошнее. Селянь нисколько не усомнился в его словах. Вот оно что. Позади послышался голос Пэймина: «Ся Пэй, что ты делаешь?» Колени мужчины, его золото, сейчас же поднимайся. Селянь не обернулся. Саньлан известно, как называлось древнее государство. Хуачен, также не оборачиваясь, завел руки за спину и ответил: «Государство Уюн». Пэймин сурово потребовал: «Ваше Высочество». «Ваше Высочество, у вас есть противоядие или что-нибудь подобное? Вы ведь не можете убить, но не закопать. И еще ты что за варево ты ему скормила? И что у тебя за змеи такие, варились так долго, а до сих пор шевелятся? Они магические». Бань Юэ, судя по всему, принялась бить поклоны и непрестанно извиняться: «Простите. Простите. Простите. Они действительно магические, но я не знала, сколько варят магических змей». «Простите», — Селянь подпер щеку рукой и задумался. «Прости мою неосведомленность, но я, кажется, никогда не слышал об этом государстве». Насколько оно древнее, однако принц тут же усомнился в своих словах. Уюн, Уюн. Звучит совсем незнакомо. Но если подумать, ему все же казалось, что он слышал это название когда-то очень, очень давно из чьих-то уст. Хуачен ответил: «Доподлинно неизвестно, однако оно наверняка древнее государство Синьлэ. По крайней мере, ему 2000 лет». Селянь окинул взглядом округу. «Но по этим постройкам не скажешь, что у них тысячелетняя история». «Да, разумеется. Все дело в том, что большую часть времени гора Тунлу полностью закрыта от внешнего мира, подобно огромной гробнице. Отделенные от влияния извне, постройки прекрасно сохранились». Селянь опустил голову и погрузился в раздумья. Тем временем Пэймин наконец добрался до них, бросив Пэйсу: «Вашему превосходительству и впрямь известно все на свете. Но могу ли я поинтересоваться об источнике этих сокровенных знаний? Я вот никогда не встречал даже слухов о чем-то подобном». Хуачен, не удостоив его взглядом, ответил: «Осмелюсь спросить генерала Пэя, кем должен быть тот, кто способен собрать такие сведения на горе Тунлу? Теоретически, ему достаточно быть просто демоном. Но учитывая правила горы Тунлу, которая призывает нечисть убивать друг друга, для сбора такого количества весомых сведений нужно находиться здесь довольно долго. В таком случае демон должен быть очень силен. А кем должен быть тот, кто способен выбраться с горы Тунлу, собрав все эти сведения? Наверняка на такое способен лишь подобный вашему превосходительству непревзойденный князь демонов. Вывод: эти сведения собраны лично мной. И если я никому их не передам, разумеется, слухи не распространятся». Он, наконец, повернулся к генералу и слегка насмешливо произнес: «Для чиновников верхних небес хранить что-то в секрете, возможно, сложнее, чем пережить небесную кару. Для меня же вовсе нет». И он был прав. И если бы подобная информация дошла до чиновника верхних небес, и 2 часов бы не прошло, в каждой сети духовного общения начались бы активные обсуждения. Хуачен же сумел многие годы держать в тайне столь грандиозную информацию, не продал и не рассказал с целью пустить пыль в глаза, что говорило о невероятном самообладании. Пэймин сказал: «Я понял вас». Как видно, в отношении его высочества градоначальник Хуа не только знает все на свете, но и готов все на свете рассказать, искренне и без утайки. Неожиданно Селянь сказал: «Неправда». Остальные повернулись к нему. Что неправда? Пока они говорили, Селянь над чем-то размышлял, а теперь легко ударил кулаком по ладони и произнес:
я только что сказал, что, кажется, никогда не слышал о государстве Уюн. Это неправда. Я слышал, взгляд Хуачена сделался серьезнее. ГГ, где ты слышал о нем? Селянь повернулся к нему. В юности я посвящал себе самосовершенствованию в императорском монастыре Хуанцзи. И моим наставником был советник государства Синьлэ. Когда я только поступил к нему в ученики, он поведал мне легенду. Впрочем, едва ли это можно считать легендой. Проще сказать, что наставник таким образом нарисовал селяню возвышенный и сиятельный образец для подражания. Некогда существовало древнее государство, и жил там его высочество, наследный принц. Талантами превосходил он прочих, был умен не по годам, достиг вершин и в воинском искусстве, и на литературном поприще. То был человек поразительный и не имеющий себе равных. Он любил свой народ, и народ отвечал ему взаимностью. Даже после его смерти долгие годы спустя люди не забывали его. Советник проникновенно и доброжелательно сказал селяню: «Дитя, надеюсь, ты станешь таким человеком». Селянь, тогда еще совсем юный, с достоинством выпрямился, сидя перед наставником, и без раздумий ответил: «Я не желаю становиться таким человеком. Я хочу стать божеством». Если тот наследный принц, о котором вы говорите, действительно не имел себе равных, почему он не стал божеством? Селянь не унимался. И если люди действительно его не забыли, почему я никогда раньше не слышал, чтобы кто-то о нем упоминал? Селянь мог поклясться, что задавал те вопросы без тени вызова или желания пойти наперекор. Ему в самом деле было любопытно, вот он и спрашивал наставника в надежде получить объяснение. Тем не менее, выражение лица советника в тот момент являло собой незабываемое зрелище. Спросите, как селянь выучил Дао-Дэ Цзин наизусть. Вот и причина: тем же вечером советник велел ему 100 раз переписать древний трактат, прикрываясь благим намерением развить нравственную целостность принца. И селянь подозревал, что не будь он благородным наследником престола, советник заставил бы его заниматься переписыванием, стоя на коленях. На доске, утыканной гвоздями. С тех самых пор каждое слово Дао-Дэ Цзин глубоко отпечаталось в памяти селяня. Заодно сохранилось и воспоминание о наследном принце государства Уюн. Прежде селянь очень любил проводить время за книгами, однако не встретил в древних трактатах ни одной записи о государстве Уюн. Поэтому решил, что советник выдумал легенду для наставления ученика. Либо из-за частых игр в карты память его прохудилась. Но принц не стал выводить наставника на чистую воду, ему не хотелось еще 100 раз переписывать Дао-Дэ Цзин. Поэтому он не воспринял тот случай всерьез и очень скоро позабыл. Пэймин задал вопрос: «Ваше Высочество, звучит, будто этот советник был не последним человеком у вас в Синьлэ, стало быть, обладал обширными знаниями. Могу я спросить, что с ним стало?» Поколебавшись секунду, селянь ответил: «Не знаю. Когда государство Синьлэ пало, я больше не встречал очень многих из тех, кого знал». Внезапно что-то схватило принца за лодыжку, и он сурово сверкнул глазами. Что такое? Принц уже занес ногу, чтобы раздавить неизвестную тварь, но, опустив взгляд, вздохнул с облегчением. «Младший генерал Пэй, зачем появляться так неожиданно? Это было опасно, я ведь чуть не лишил вас руки». Ладонь действительно принадлежала Пэйсу. Он лежал на земле лицом вниз, одной рукой схватившись за Пэймина, другой — за селяня. Оба присели рядом и спросили: «Ты хочешь что-то нам сказать?» Бань Юэ, обнимая горшок, ответила вместо Пэйсу: «Не знаю, братец Пэйсу только что куда-то пополз, как будто заметил что-то очень важное». «Пэймин, го! Даже в таком состоянии. Вот он какой, наш Сяпэй. Так что ты обнаружил?» Пэйсу отпустил ладонь, которой держался за Пэймина, и указал куда-то. Селянь проследил в указанном направлении. Это ведь, окружив небольшой участок земли, они некоторое время изучали находку, след от бычьего копыта. Пэйсу наконец поднял лицо с земли и прохрипел: «Это след который Оста, велзащитник ее превосхо, дительство повелителя дождя». Бань Юэ, братец Пэйсу, кажется, ты неправильно разделяешь слова на фразы.
Вэйсу, я в порядке. Ее превосходительство. Повелитель, он так и застрял на слове «повелитель» и не смог продолжить. Селянь заподозрил, он попал под действие яда скорпионовых змей, Баньюэ, но яд скорпионовых змей действует иначе, вмешался Хуачен. Повелитель дождя встретилась с тем мужчиной в черных одеяниях. И к тому же между ними произошла битва.